Вот это вот C460 камера от Tapo. А вот это вот панелька солнечная. И пока что ничего не понятно, да, вот вообще как это все выглядит. Смотрите. Она на неодимовом магните. И это кит, который позволяет делать вот такие вот чудеса. Вот такие вот чудеса. У нас вот это вот набор, который называется C460 кит, который по сути есть автономным. Камера 4К, панелька, которая за день работы под прямым солнцем дает нам целый день работы камеры. И это еще не все. У камеры есть 10 тысяч мАh батарея внутри, она сама по себе IP66, которая позволяет работать 200 дней, 200, вдумайтесь, дней непрерывно. То есть при любом раскладе, даже если нет солнечных дней, даже если где-то там дожди, где-то еще что-то, эта батарея будет работать, именно вот этот вот весь кит будет работать постоянно на автономном своем каком-то обеспечении. При том, что у этой камеры есть, смотрите, светодиоды, это фонари, не просто фонари, это прямо вот огромные такие прожекторы. Здесь у нас есть датчик движения, у нас есть двухсторонняя голосовая связь, то есть вы можете разговаривать с тем, кто пришел. Обычно эти камеры вешают здесь, там повыше. Я бы вешал бы там 2-3 метра от уровня, где-то 3 метра, это вообще отлично камера висит, при том, что она на неодимовом магните и она не отвалится. То есть я вам просто собрал такой стенд, потому что, смотрите, ее же можно использовать так, а можно использовать абсолютно отдельно. Смотрите, я сейчас убрал, то есть у вас где-то есть место с магнитным, с металлическим креплением, вы где-то ее поставили отдельно, эту камеру, и она у вас работает по факту. То есть эта камера работает. А эту штуку вы можете поставить выше, и мы сейчас на распаковке посмотрим, что у нас есть в комплекте. То есть вы можете через удлинитель и плюс еще с заглушкой просто-напросто сделать эту камеру, то есть зарядку поставить выше. Она может быть как вместе стоять, так и раздельно. Это очень удобное решение, прям суперовое. Но давайте сначала мы пойдем с вами распакуем. Мы с вами посмотрим, что нам заявляет производитель по функциям, а потом вернемся и кратко вам... слушайте, давайте там сразу же проверим ночное видение, цветное ночное видение и обыкновенное 100% ночное видео. А потом вернемся и немножечко еще посмотрим на функционал. Поэтому подписываемся на канал Технозон. В описании под этим видео сразу говорю ссылки на проверенных продавцов на эту камеру. Поехали. Камера наблюдения в комплекте с солнечной батареей Tapo C460 кит. Вот так. Бесперебойное электропитание. Тут имеется в виду, из-за этой батареи у него аккумулятор встроенный, без проводов, устанавливается практически где угодно. Бескомпромиссное качество 4К. Ночное видео Starlight Color. Дальше легко настраивать оптимальный угол обзора, потому что она двигается, да, то есть вы можете там угол обзора сами регулировать. Хорошо. И бесплатная... гибкие варианты хранения. Имеется в виду, что там Tapo Care есть, а есть на карточку, а есть еще один вариант, сейчас тоже поговорим. Бесплатное обнаружение с помощью искусственного интеллекта. Бесплатное тут лишнее вообще. Интеллектуальное оповещение на телефон. Смотрите, что они нам сразу заявляют. Непрерывное питание без обслуживания – это хорошо, детали имеют значение хорошо. Уведомления, есть у нас, фонарики вот эти вот, которые есть, прожекторы. 512 гигабайт карточка и цветное ночное видео Starlight. А вот здесь вот уже пошли более детали. 18 Х цифровой звук, 1.65 диафрагма и оптическое покрытие 12. У всех камер наблюдения такого класса 15 FPS. Здесь тут как минимум 24. Да, там, чуть-чуть оно будет дерганий, но это даже лучше, оно кадр фиксирует и делает его более четким. Почему его не делают? Знаете, почему не делают видео в 60 FPS, допустим, для видеонаблюдения? Нет? Никто никогда не задумывался. Потому что появляется смус-эффект, вот этот вот сглаживание. И когда на очень там 60, 120 FPS начинаешь номера смотреть, то в динамике они полуразмыты. Да, в общем, ты видишь четкую картинку только в динамике. То есть, в целиком она будет чуть полуразмыта. При складывании кадров она будет более четкая. То есть, такое. Он не ловит, что там прям 120. Там, для этого надо выдержка другая и все остальное. Другие диафрагмы, это уже более к профессиональным каким-то решениям относится. Дальше. Магнитная основа. И за 45 минут работы солнечной панели на прямом солнышке обеспечивает работу целый день. А вот камера имеет 10 тысяч мАh батарею, которая дает 200 дней без подзарядки. 200 дней.
То есть это солнечная батарейка, да, там работает хорошо, она заряжала хорошо, не назаряжала, ну и отлично, работает дальше. Появилось солнце, зарядило. То есть зиму пройдет 100%. Двухдиапазонное подключение к Wi-Fi, ну, видите, животных детектит, людей. И вот здесь вот, знаете, у меня вот этот момент, бежит парень. Парень, скорее всего, к девушке идет, к дочке владельца дома, а тут раз там прожекторы, сирена, там полиция, стреляют в него. Дайте девочке пожить нормально, господи, что ж вы делаете? Теперь непрерывная съемка 24/7, вот это меня прикололо. Сигнализация против воровства. То есть, если ее украсть, она будет орать. Ну и бежит себе вор там с этой камеры, а она орет 100 децибел, да, представляете? Ну, такое себе. Ее воровать нет смысла, конечно. К тому же она цельная, металлическая, ее разбивать надо, что-то с ней делать надо. Ну, короче, такое. Шифрование данных microSD есть. А вот здесь вот прикольно. Унифицированная локальная запись. Это означает память, что есть такой концентратор TAPO H200, который вы подключаете к сети, и он будет писать с ваших камер видеоряд. Ну, либо на TAPO Care пишите, допустим, ну, на microSD и облачный сервис TAPO Care можно поставить еще. Функции дополнительной безопасности. IP66 хорошо выдержит любую погоду. И есть еще вот для доставки, например, для того, кто пришел, двухсторонняя связь. Управляйте голосом. Ну, это Google и Alexa. Google этот ассистент. И нет электроэнергии, не проблема. Но он тогда пишет просто на SD-карточку. Давайте в спецификацию посмотрим. Так. 1 на 27 дюймовый CMOS сенсор Starlight. Фокус на расстояние 3,17 мм. Диафрагма 1,65. Поле зрения. Вот это прикольно. 134 градуса по диагонали, 113 по горизонтали, 59 по вертикали. То есть такой ширик есть. 4 у нас светодиода инфракрасных. Это для 14,9 метров, до 14,9 метров цветное ночное видение. 2 встроенных прожектора. Кнопка включения-выключения питания. Кнопка сброса, это нас не интересует. Так, вот 15 FPS, то, что я говорил. Знаете, что хорошо? Есть 3D-NR и WDR, это улучшение изображения в камерах наблюдения. Ну и, конечно же, 4К, 8 мегапикселей, 3840 на 2160. 100 децибел уровень громкости сирены. Громкости 80 децибел на расстоянии 100 сантиметров. Да. Есть датчик у нас движения, есть датчик освещенности. Больше ничего интересного нет. Потребление, максимальное напряжение зарядки солнечной панели 5,2 вольт. Максимальная мощность зарядки солнечной панели 2,5 ватт. Выход адаптера 5 вольт 2 ампера. Все, ребят, давайте мы с вами перейдем и посмотрим на камеру дальше. TAPO C460 Kit называется. Это наборчик из камеры TAPO. Очень классные камеры 4К. И солнечной панельки. Объясню. 10 тысяч мАh батарейка у нас. У нас, смотрите, Starlight цветное ночное видение. И у нас здесь огромное количество разных вещей. Но самый прикол ее не в этом. Сейчас я вам покажу. Вы охренеете. Смотрите. Это мы все откладываем. Ну, во-первых, панелька. Она прикольная. Она водонепроницаемая. Мы сразу видим коннекторы на, скажем так, водонепроницаемые. Все хорошо. Сама по себе панелька. Камеру подключать отдельно не надо никакому, скажем так, источнику питания, по факту. Да, вот, видите? И мы видим, что у нас здесь есть крепление под штативные моменты, под винтовые. Есть у нас вот такого TAPO, Type-C TAPO. И есть еще, это что у нас, USB Type-C. Есть еще вот такая вот штука, где у нас есть microSD карточка и reset кнопки, да, по факту. Все хорошо, все отлично, да. То есть это вот таким вот образом работает, подключается, все супер. Но дальше, ну, вообще-то оно подключается и через переноску. Тут есть огромное количество, видите, переходников, Type-C-шек, разных заглушек, которые нам необходимы будут для монтажа. И даже удлинитель для подключения, если антенку выносить. Теперь момент крепления. Есть у нас площадка. Смотрите, как это классно делается. То есть она закручиваемая. Мы берем вот так вот. И делаем вот такую вот штуку. Вот. Оп. Все. На стапа перевернули. Закрутили. Можем боком, можем вот таким вот образом. Все, да? Вы знаете, как вот это крепится? Камера. Это шедеврально. Это просто шедевр. Это не дорывать будет. Смотрите. Раз. Два. Все.
камера у вас не упадет ни при каком раскладе. Ни при каком. Ее оторвать-то нормально нет возможности. Здесь стоят неодимовые магниты, очень классные. При этом вы можете регулировать как хотите. Вы поняли? На магнитах вы можете менять направленность как хотите. И реально это отодрать просто вот так вот простым усилием нельзя. То есть сместить, где-то надорвать, надломать, да. Это прям невероятно. И камера сама по себе на отрыв работает очень-очень сильно. Держит, вернее, очень-очень сильно. То есть у нее 10 тысяч мА. Вы подключили эту камеру. Здесь заглушка ставится, чтобы было водонепроницаемо. Вы подключили эту камеру, повесили. Кстати, смотрите на эту штуку. Полностью у нас есть армированная. То есть у нас она из пластиков. У нас ребра жесткости добавлены. И очень классно крепкое крепление. Вы закрепились где-то, повесили. И она у вас на зарядке постоянно 10 тысяч мА будет хватать для работы полного цикла, пока она не дозарядится. То есть камера может работать на полном цикле своего, скажем так, целого дня. У нас есть вот такие вот светодиодные огни, фактически фонари. Есть датчик движения и камера. Есть у нас, знаете что, микрофончики. И, конечно же, инфракрасные диоды для ночного видения. Но давайте так, мы ее сейчас подключим, подвесим и будем тестировать дальше. Так, смотрите, вы меня сейчас не видите, зато видите полностью ночное видение. То есть это тест на ночное видение. Если я сейчас включу вот так вот свет, вы меня увидите само собой. Выключу свет и, пожалуйста, у нас есть. При чуть-чуть хотя бы увеличении уровня освещенности, оно будет цветное. То есть у нас сенсор мы сделаем вот таким вот образом. То есть вы меня сейчас видите тоже темный, да? Да. Темный, там добавили чуть светло. И это называется, ух ты, вообще, подожди, что настолько цветное? А ну. Я темный, да? Реально, здесь вот реально темно. Там сзади пробивается щель какого-то света. Дублирую звук. Щель света пробивается, и вот абсолютно все видно, вот цветное, как будто днем снимаю. Интересно, да? Прикольно. Если включить сейчас свет, опять загорится. Вот он я есть, и вот меня нет. Давайте закрываем снова. И вот опять у нас кромешная темнота с добрым утром Буратинки. И он постоянно клацает, что он видит движение, да? Он видит меня, видит движение. Это реально прикольно. Ладно, ребят, переходим, смотрим дальше. Здесь у нас вот полностью ночное видение. Сними вот так вот сбоку, чтобы было видно инфракрасные светодиоды. Ее сними, пожалуйста. Видно? Да. Да, видно. Отлично. Я могу включить свет. Меня видно? Да. Все нормально. Могу выключить. Это 100% затемнение. Вот в таком режиме оно работает. И вы видите, сейчас вот у нас особу выявлено, то есть у нас особу мою словила, и я ее перенес чуть вверх, да, это все понятно. Смотрите, детектит всех, детектит меня, детектит машину, детектит любое движение. И если включить сигнализацию, тут очень интересный момент. Мы уже проводили тесты. Тихо. Все, если, Лена, не шевелись. Все. Нет, она нас задетектила и будет орать. Давайте ее поставим чуть-чуть вверх. Все. Стоп, не двигайся. Короче, я опять пошевелился. Я отключаю. Как это работает? Вы можете задать, я выключил. Сейчас, видите, оно моргает, оно орет. Все, вот эти штуки, они классно светятся. Как это работает? Работает отлично. Вы можете задать, например, на именно участок, где это не будет работать. То есть, если вы нажмете настройки, нажмете обнаружение, видите, и чувствительно, допустим, зоны обнаружения, вы здесь можете изменить зону обнаружения. То есть, по факту, вы можете задать, где обнаружение будет работать. То есть, это очень классная тема, потому что, например, зачем вам обнаруживать, что там на улице движутся автомобили, правильно? Либо обнаруживать, при этом этих зон можно несколько делать. Вот это прям топ. И при этом, допустим, для животных, для людей, для машин. То есть, вы можете это делать конкретно для каждого из тегов. Супер. Хорошо. Тегирование, как мы видим, тоже обнаружение движения людей, животных, машин, либо питомцев. Тоже отлично. Но
Тут еще очень важный момент. Вот, кстати, машина проезжает у нас, сейчас посмотрим. Оно, и вот видите, задетектило, и оно обнаружен транспортный засоб. Оно сразу, транспортное средство, оно сразу видит. То есть сразу же у нас выходит сюда тегирование того, что проезжает. Кстати, ссылки на оригинал я закинул в описании под видео. Перейдете, посмотрите, там машина стоит, можно посмотреть, как это 4К отрабатывает именно на четкости воспроизведения, все отлично. Смотрите, что у нас здесь есть еще. Очень классная тема. Блин, давайте я сейчас отключу вот это обнаружение, потому что он прям срабатывает на все и сильно раздражает. Давайте выключим обнаруживание людей. Все. Обнаружение движения выключим, потому что снимать невозможно. Также у нас здесь есть режим поговорить. Давайте. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, это громкоговоритель, если там вы хотите кого-то. А ну иди отсюда. Вон, кстати, транспортные средства у нас. У нас есть режим двухсторонней связи. Можно динамик, можно слушать, что тут происходит. Можно выключить, включен. И самое классное, что есть двухсторонняя связь. Раз, два, три, вот я. И если кто-то будет говорить, то я буду в смартфоне, допустим, он будет говорить сюда в камеру, я буду в смартфоне это слышать. Это классная тема на самом-то деле. Воспроизведение и загрузка. У нас здесь есть видеосводка. Мы можем нажать видеосводку и посмотреть сводку за день. Мы можем сохранить из облака, сохранить из карточки, загрузить себе в смартфон. По тревоге у нас есть антикражная сигнализация. То есть, если кто-то прикоснется к этой штуке, то она у нас будет орать. То есть, если мы ее заберем, все, она заорала. И будет орать не переставая, вы ничего не сделаете. Она будет орать. Тихо. Все, антикрас. Все. Мы выключили, не трогай. А есть еще классная штука, как зоны приватности. Это значит, вот у меня здесь сейчас зона приватности одна настроена. То есть вы можете установить зоны приватности. Например, в некоторых странах существует, допустим, закон, который запрещает снимать их территорию. Вы приходите к ним, говорите, я устанавливаю камеру с зоной приватности вашего двора. И они не имеют права вам запретить устанавливать камеру, если установлена зона приватности. То есть они могут вызвать полицию, приезжает полиция, вы показываете, что есть зона приватности, и их двор будет черным квадратом, и никто к вам не приколебется. Ни один суд, ни одна полиция не приколебется. Все нормально. Именно зоны приватности — это отличная фишка. Есть качество видео, где можно выставлять автоматически 720p либо 4К. И, конечно же, есть еще такая штука, как круглосуточная съемка. Именно вот этот вот кит настроен под круглосуточную съемку, потому что у нас есть именно солнечная панелька. То есть вы подключаете солнечную панельку, и он может снимать в режиме круглосуточной съемки. Очень классная камера, ребят. Очень хорошие, функции. Ну, действительно, такое найти за такие деньги, с таким функционалом достаточно тяжело, когда вам не надо тянуть провода. Это цифровая свобода. И плюс еще интеграция в умный дом Тапа. Это отлично. Давайте так. Я рекомендую. Отличная вещь. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.